Ну что ж, друзья, мы к вам вернулись. И вернулись не одни. Вернулись с синхронным переводом. Да, сегодня у нас будет замечательный товарищ, который нам расскажет о телевидении. Итак, ну что ж, поехали. Поехали. Если что, мы будем делать себе перерывы и обсуждать то, что видели, потому что мне Настя написала, что не хватает того, что мы обсуждение, да? Слова, вот такое все. Что ж, давай какие нафиг слова, какое что я перевожу? I'm Mike with list 25, and here are 25 facts. I'm Mike with list 25, and here are 25 facts about television and TV shows that are pretty cool. Hey Tristan, what's your favorite television show? How I Met Your Mother. All right. Как я встретил I always been a big fan of House. Ну, мне всегда нравился Right now, House. anything Food Network really, Прямо сейчас as мне well. нравятся I'm on a кулинарные Cutthroat передачи. Kitchen binge. Я That being said, Breaking обожаю. Bad is the best show ever. Я считаю, что I «Все тяжкие» don't самое like it. лучшее шоу. You're wrong. Okay. Да. Хватит уже. Мне оно никогда не нравилось. Прекрасный спорт. Кстати, Как- какое твое любимое шоу? Если мы говорим про зарубежные или про российские, вот Ну, можно про то и про то. Я Давай. просто смотрю российские, поэтому... А, ты не смотришь я российские, готова да? узнать открыть новый мир. Слушай, я обожаю... Вообще, я обожаю сериалы, если мы тут явно говорим про сериалы. Я обожаю сериалы комедии. Прежде всего, это «Друзья». Наверное, это просто величайший сериал, который только вот можно было придумать. Как я встретила вашу маму? «Как встретил вашу маму» тоже люблю. Смотрю, правда, редко, но люблю. Еще знаешь, какой... Ну, естественно, «Теория большого взрыва». Я поняла. Куда? что Да, куда без нее. Особенно в озвучке «Кураж Бомбей» это великолепно, это, наверное, просто шедевр. Потом, что еще для меня? Если мы говорим про шоу, то это шоу Джимми Фэллона. И вообще, в принципе, Фэллон, Киммел, все эти великолепные шоу. Из российских, естественно, это Ургант. Ну, тут он просто монополист в этом жанре, в России, скажем так. Ну, и сериалов много люблю. И не только комедийные, на самом деле, вот недавно сериал посмотрел, называется «Тьма». О, немецкий. Смотрела, да, немецкий сериал. Ну, естественно, его дублировали на английском языке с русскими субтитрами. В общем-то, все посмешали. Но он великолепен, он про путешествие во времени, как все это запутано. И ты такой думаешь, что происходит в этом сериале? А потом в конце все распутывается. Мне кажется, это просто идеально. Да. А какие твои любимые? У тебя тоже есть, Я наверное? вообще, на самом деле, довольно редко смотрю. Я очень много работаю. Грустно. Я, наверное, такой, может, Сабит, ты так мало работаешь. Нет, я это вообще так не думаю, потому что когда я прихожу на предварительный созвон, я вижу, сколько ты работаешь. Вообще нет. Просто, походу, ты умеешь лучше организовать свое время. Ну, по ночам, да. Ну вот из последнего я смотрела «Удивительно, миссис Мейзел». Ну, не смотрел еще. Очень смешной сериал про женщину-стендапера. 50-е годы. Ух ты, слушай, надо взглянуть. Он очень сильно нецензурный, скажем так. Да? Жжет на полну. 18+. Да, местами очень в первой же серии 18. Слушай, ну он, наверное, такой феминистический, да? Он в хорошем смысле Да? феминистический. Ну все хорошо. Простите, мы, уважаемые женщины, девушки, но, правда, я не очень люблю, когда в сериалы и фильмы запихивают просто феминизм, вот очень много феминизма. Так. Я что-то не поняла. Маша, прости, пожалуйста, меня. Я ничего против феминизма не имею, но просто его слишком много стало. Ну, согласись, его слишком много. Ну, когда ты уйдешь в декрет, посмотрим, много или нет. Хорошо, обязательно. Ну что, продолжим? Поехали. Так, я хоть туда нажимаю? Туда. Прекрасно. 25. 25. In 1969, the U.S. wanted to cut the public broadcasting budget. Mr. Rogers, who was relatively unknown at the time, сократила ассигнования на телевидение, но мистер Роджерс, которого в went то to время Washington to мало talk to знали, Congress. он отправился в Instead of the Вашингтон, budget being поговорил с cut, Конгрессом, it was и increased бюджет from вместо того, $9 чтобы million to сократить, $22 million. увеличили с 19 до 20 миллионов долларов. The most expensive ad ever Самая made cost дорогая $33 реклама million. стоила It was a 33 Chanel миллиона advertisement that долларов. starred Это Nicole Kidman. реклама Шанель с участием 23. Николь Кидман. Although 23. most people dream in color, Хотя многие people who люди grew up видят watching сны, black and white TV tend to dream in цветными. black and white. Люди, которые выросли на черно-белом 22. телевидении, обычно видят Philo черно-белые сны. Farnsworth, the inventor of the modern television, Изобретатель wouldn't let современного his kids телевидения watch не TV. разрешал своим детям Good смотреть news, everyone. телевизор. Прекрасная новость Actually, для that's not всех. great news. Но на самом деле не очень 21. прекрасно. Extreme Makeover Home Edition drove Просто
Нет, это интересный факт, да, что он не разрешал смотреть телевизор. Кстати, ты знаешь, что изобретатель телевидения, если я не ошибаюсь, это Зворыкин, он же мигрант из России. Нет, я вообще про это не слышала. Да, это очень интересная история, потому что он эмигрировал во время, ну, естественно, революции в Америку и, можно сказать, изобрел телевидение в Америке. Америка. Ну, что ж, страна возможностей. Да, страна возможностей. Ну что ж, продолжим. Так, сейчас чуть-чуть Давай, вернемся чуть-чуть назад потому что вернемся, он да? уже начал. 21. Extreme Makeover Home Edition drove so many families into bankruptcy and foreclosure. Extreme Makeover, вот если я не ошибаюсь, он говорит о передаче, которая по типу «Наш квартирный ремонт». Ага. Она разорила многие семьи. Families into bankruptcy and foreclosure that they had to start downsizing their houses. So I guess it just went from extreme makeover to just размер. makeover. Блин, тут я не совсем поняла, на самом деле. Downsizing their houses. Я так понимаю, они, короче, перешли стали брать дома меньшего размера. Вот это всё. Да. Они перешли от, типа, экстремального... Да, но тут он шутит. Экстремальной переделки в... К обычной переделке. Обычной переделки, да? От квартирного вопроса к квартирному вопросику. Да. Сам пошутил, сам посмеялся. 20. In the UK, if you own a TV, you have to pay approximately a £172 TV tax to support the BBC. 19. The founder of Wendy's, Dave Thomas, appeared in more than 800 commercials for Wendy's. That's the most commercials anybody has ever done. 18. In 1987, a man hijacked a TV station during an episode of Doctor Who while wearing a mask and TV station during an episode. Так вот, он, короче, появился в огромном количестве видеороликов, больше, чем кто-либо когда-либо, в принципе, снимал для каких-то продуктов. Сейчас про «Доктор Кто» будет говорить. Да, Обожаю сериал. Да, я вообще наверное, года 3 назад я просто был фанатом этого сериала. Ну, New School, если мы говорим о... Да, New School, среди New School это, естественно, Теннант, ну и, наверное, на втором месте Смит. Теннант, он великолепен, просто, самый лучший доктор для меня. Да. Да. Не знаю, кто бы мог его заменить, но вот из Old School, если честно, мало смотрел, буквально пару серий. Ну, мне он не очень нравится, просто не люблю вот эти старые декорации. А вот из New School это, конечно же, Теннант, потом Смит, потом вот дальше мне уже не нравились доктора, если честно. Ну и потом там пришла доктор-женщина, извините, пожалуйста, но... Ты сегодня очень сильно... Мне кажется, меня сейчас все женщины закидают яйцами. Будут под окнами стоять и ждать меня. У тебя есть одна женщина прямо в студии, ты знаешь? Ты рискуешь. Да. Все, замолкаем. Окей, Алонзи. Hijacked a TV station during an episode of Doctor Who while wearing a mask and blabbering nonsense. He was never caught. И сбежал, потому что у него была маска. The Television Ghost was an American TV series in the 1930s that featured an actor dressed up as a dead person telling the story of how they up as a dead person telling the series in the 1930s that featured an actor dressed up as a dead person telling the story of how they were murdered. 16. In Norway, product placement is illegal. 50. Thanks to crime drama. Как ты относишься, кстати, к product placement? Ой, когда он, наверное, его минимально. Вот прям очень мало. Знаешь, так скажем так, плохой пример product placement это, наверное, елки Бекмамбетова. Ты не смотрела? Не смотрела? Какие-то елки были, по-моему, последние, или может одна из частей. Да любая часть, в принципе, любая часть елок, это просто одна большая реклама, понимаешь? Там реклама Сбербанка, вот всего, что только можно. И, если честно, я к этому вообще отрицательно отношусь. Хотя Бекмамбетов говорил в интервью, что типа, мы же все ходим в Сбербанк. Хотя это логично, да, мы все ходим. Не все ходим в Сбербанк. Ну, многие, да, то есть ходят в Сбербанк, не знаю, пьют там, не знаю, воду, пьют там на Самске Карачинскую, да, то есть, грубо говоря, это нормально. Но его прям слишком много, и я считаю, что это прям плохо. Ты смотришь, как будто ты смотришь не художественный фильм, а ты смотришь просто одну большую рекламу. Ну, ты знаешь, ты сказал про Бекмамбетова, я вспомнила, я смотрела... Помнишь, был «Ночной дозор» и «Дневной»? Да. И вот там в «Дневном дозоре», там же эти злые силы, они пили сок злой. Да. Это было так мило. Вот он, product placement. Это был такой, мне кажется, славненький продукт. Да.
В Норвегии он запрещен. Слава богу. Jurors have been found to have a bias towards the reliability of forensic techniques. This has even been referred to as the reliability of forensic. Been found. Thanks to crime dramas, jurors have been found to have a bias towards the reliability of forensic techniques. This has even been referred to as the CSI effect. 14. Earl Wilde was the first person to play piano on TV. 60 years later, he was also the first person to stream himself playing on the internet. Wild. 13. The average person in the United States will spend 15 years of their life watching TV. That's average. Mine is В probably среднем. a lot У higher. меня, я думаю, повыше I like my гораздо. television. Мне нравится 12. телевизор. The Simpsons is the longest running Симпсоны — это animated самый TV длинный, series in the анимационный US. сериал в Arnold США. is number 2. 11. Арнольд — это British номер два. TV show Top Gear is the Британское most шоу watched series Top in Gear — the это world. самая 10. популярная программа во всем мире. In 1974, Christine Chubbuck, a reporter, announced during a broadcast that, in keeping with Channel 40's policy of bringing you the latest in blood and guts and in living color, Она во время прямого эфира сообщила, что keeping with Channel 40's policy of bringing you the latest in blood and guts and in living color, you're going to see another first, attempted suicide. на этом She канале then pulled out a gun and killed her. на этом канале постоянно можно было увидеть какие-то кровавые подробности. И вот теперь, поскольку политика это позволяет, они увидят еще одну интересную вещь в прямом эфире, попытку суицида. После этого она вытащила пистолет и застрелилась. Да, я слышал про эту историю, кстати. Attempted suicide. She then pulled out a gun and killed herself. 9. The Dying Room was a TV series in 1995 that documented Chinese orphanages. Apparently, while it is illegal to серия, в которой рассказывалось о приютах для сирот в Китае. Apparently, while it is illegal to deliberately kill a child, it's not illegal to neglect them in one of these orphanages until they die of starvation. Wayfarer sunglasses almost became a relic in the 1980s, but then Ray-Ban signed a product placement deal that saw them featured in nearly 60 TV shows and movies. Производитель заказал product placement. Модель показали практически в 60 фильмах и сериалах, и она снова вернулась. 7. Моду. Вот что нам доказывает, для чего нам нужен product placement. Да, чтобы какие-то вещи возвращались в моду. Чтобы мы все это носили. Ну, если честно, я не люблю я это делать, конечно, product placement. Но если он, конечно, грамотно, знаешь, такой скрытый product placement, когда ты вот не понимаешь, это сейчас мне товар рекламирует, или это вот так задумано. Ну, или когда, наоборот, прям явные, но при этом такие фильмы, что, ну, как, не знаю, «Машина Бонда». Ну да, Бонд и кстати. Мартини, например. Да, кстати. Ну, то есть это уже, ну, просто Бонд, это, конечно, уже стало неотъемлемой частью, там, его имиджа, скажем так. Ну да, сейчас, ну, если честно, в последних фильмах его слишком явно прям, вот, слишком явный product placement был, мне показалось. Ну, кстати, может быть. Ну, сейчас такое время. Ну, в конце концов, ребята, у вас же есть YouTube, у вас же есть Да. реклама на YouTube, рекламируйтесь там. Кстати, вы заметили, у меня бутылка Tupperware. Она очень удобная. Вот он, product placement. И нам за это даже не заплатили. Слушай, ну нужно обратиться, мне Да. кажется. 7. Although times are fast changing with the internet, the average American spends 5 hours watching TV every day. Каждый день 5 часов 6. телевизора. The first interracial kiss on US television was during an episode of Star Trek. The scene was filmed both with TV shows that are side. Room, the product was filmed both with and without the kiss. Первый межрасовый поцелуй на американском телевидении это было в сериале Star Trek. With and without the kiss. But the actors, Shatner and Nichols, intentionally messed up every shot taken without the kiss. Therefore, the producers had no choice but to air the kiss. 5. After President Kennedy died in 1963, TV networks broadcast 4 days of nonstop coverage of his funeral and burial. It cost them $100 million in lost advertising revenue. Телевидение показывало исключительно записи с его похорон, и это стоило In lost advertising revenue. Them $100 million in lost advertising revenue. $100 4. 25% of people watch their TV shows on a mobile device. Свои любимые телешоу с мобильных телефонов. 3.
In the United States, people will spend about 17 days of their life watching commercials. One of my personal favorites was always Terry Tate, Office Linebacker. Tristan, what's yours? I don't know about favorite, but the Trix Rabbit commercials always got me going. Injustice of it all. I mean, the rabbit just wants... Его собеседнику нравится реклама Most завтраков. serial cartoon characters get kind of screwed out of their Там own кролик, cereal. и с ним обходится несправедливо. Кролик просто хотел вкусный завтрак, но во всех рекламах завтраков для детей, в общем, все очень слишком сильно переживают за свои завтраки. What's your favorite commercial? Какая у вас любимая реклама? Хороший вопрос. Да. Сложно вспомнить. Наверное, знаешь, какая? Блин, реклама йоты. Она простая, и она быстро проходит. О. То есть тебе нравится не художественность, тебе нравится, чтобы... Чтобы, ну да, знаешь, чтобы вот ты хочешь посмотреть какой-нибудь видос, а тебе приходит реклама, такой, блин, где эта кнопка пропустить? А йота она быстро. Как тебе нынешняя тенденция, когда делают рекламу в виде рэпа? В виде рэпа? Да. Ну... Пока он не допоет всю песню. Не пройдешь. Нет, я, конечно, считаю, что реклама должна быть очень, ну, во-первых, она должна быть короткой и цепляющей. Все. Дальше просто все пролистывают, и никто не смотрит дальше. Смысл. Мне очень нравится реклама Яндекс.Еды, которую вот они крутят на YouTube. Когда... Вот новое я видела сегодня впервые, когда у них там появляется экран, по типу проголодался, и там много длинных слов, по типу потом заказал столик, пошел в ресторан, выяснил, что там все занято. И они эти все слова стирают, в итоге остается на экране всего 2. Проголодался, поел. Все. Идеально. Это было вот те несколько секунд, которые показывают обязательную рекламу. Ну, здорово. Слушай, знаешь, вот мне очень нравится еще реклама наших бюро переводов иностранных. Она очень интересная, да. Вот такая анимация интересная, и, в принципе, построение рекламы вообще нравится само по себе. Ну, честно говоря, я вообще вот пока не начала смотреть наши выпуски, я не знала, что бюро переводов может быть такая рекламирует, телереклама. Да? Да, удивительно. Что у нас, насколько я знаю, вся реклама заключается... Вот на мероприятиях есть реклама, я помню стенды. Да. И вывески на улицах, все. Ну, у нас, да, пока попроще. Но я думаю, что у нас тоже будет своя реклама. Мы что-нибудь придумаем. Прекрасно. С кроликом. Мы, да, сделаем с кроликом. John Munch, played by Richard Belzer, is the only fictional character played by the same actor to feature in 10 different TV series. These included Law and Order and The X-Files. Я сегодня встала не в 3 часа, но на самом деле я встала в 5. Это плохо уже к вечеру. Это единственный персонаж, которого играл один и тот же актер на протяжении долгих лет. И он появился в 10 разных Law and Order and The X-Files. 1. Superman is hidden in every episode of Seinfeld. So, what's your favorite television series? Or miniseries? Whatever. Let us know. Все что угодно, пишите нам в комментах. Enjoying our lists? Be sure.